Здравствуйте, тельцы! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Также мы получим совет от Таро, совет предупреждения, советы от оракулов. И у нас будет маятник. Маятник нам ответит на вопрос, да или нет. Тельцы. Первая половина октября. Так, что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что будет происходить в середине этих 15 дней и в конце? Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта. У кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. И третья карта для тех, кто поссорился, расстался. Что у вас, какие перспективы в этих отношениях? Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить? Так, для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Первая карта — это начало этих 15 дней. Вторая — это конец. Совет или предупреждение от Таро. И на дне колоды у вас рыцарь пентаклей. Вообще это ваша карта. Здесь карта может говорить о каких-то командировках, поездках, может быть, на заработки. Тут или кто-то поедет на заработки, или кто-то уже вернется с деньгами. А может быть, в начале 15 дней вы поедете, а в конце уже вернетесь. Также здесь может быть какие-то покупки. Это может быть земельный участок, дом, квартира. Но по рыцарю, как правило, это что-то недостроенное или, может быть, ремонт нужен. То есть в эту недвижимость нужно будет еще вкладываться. Если это участок земли, может быть, нужно будет еще его там оформлять, забор ставить. Ну, какие-то траты будут. И очень много будет поездок. Но еще это, конечно, заниматься любимым делом. Это может быть продвижение по карьерной лестнице, заработки, прибыль. Может быть, вы что-то там продадите, ну, также купите. Может быть, вложение, например, в автомобиль, может быть, какую-то зимнюю резину. Или кто-то будет покупать автомобиль. Как правило, если это покупки для дома, это может быть какая-то бытовая техника, мебель, ну, какие-то траты на дом. Но здесь может быть какое-то новое предложение по работе. Тут или партнерство, сотрудничество, или все-таки какая-то дорога. Дорога связана с работой. Так, хорошо, мы еще вернемся. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность, тельцы. Первая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней, в начале октября? Ложится пятерка пентаклей. Вообще карта показывает кризис. Это может быть проблемы с финансами, проблемы с здоровьем. Это может быть еще проблемы с недвижимостью. То есть там, может быть, вам жить негде, как вариант. Также это какие-то трудности могут быть на работе. Как правило, когда ложится пятерка, любой масти, здесь нужно действовать. А у вас в середине этих 15 дней ложится девятка. Вы проявляете осторожность, внимательность. Это еще защита. То есть вот за вашей спиной дерево. Это может быть защита вашей семьи, вашего местоположения, может быть, это защита вашего бизнеса или работы.
Если это связано со здоровьем, то карта может показывать, да, есть какие-то проблемы. Тут по девятке нужно соблюдать все, что говорит вам врач. То есть действовать по рекомендации врача. Может быть, еще верховная жрица есть вот что-то, не могут определить, что. То есть какая-то скрытая болезнь, которую... Сейчас я хочу посмотреть. То есть вот карта жрицы может говорить, что надо найти хорошего специалиста, который именно поставит диагноз. У кого-то здесь борьба идет за любовь. Здесь тайная связь. Кризис в отношениях, в любви. Это может быть для тех, кто уже состоит в браке. Хотя здесь Паш Пентаклей — это решение вопросов с вложениями, трата на детей, на недвижимость. То есть это закладка фундамента. Может быть, это для тех, кто расстался. То есть по кризису вы боролись за свою любовь, но, скорее всего, вы состояли в любовном треугольнике. Вот сейчас еще вы поссорились, может быть, расстались, но еще идет борьба в вашем сердце. Вот из-за этих отношений. Давайте я на жрицу положу одну карту. Ну, здесь закончились отношения, если таковые были. Вы закончили или с вами эту связь разорвали. У человека, скорее всего, есть семья. И если у меня женщина смотрит, скорее всего, разводиться он не собирался. Так, если это что-то было связано с отсутствием работы, то карта говорит, что вот это сложное, когда вам нужно было то ли защищать свое место, то ли, может быть, нападки конкурентов были, то как бы в работе-то все хорошо. Может быть, для тех, кто вообще не работал, здесь может быть помощь от какой-то королевы жезлов. Может быть, это новый работодатель, это, как правило, карта показывает или бизнес-вумен, или, может быть, какой-то администратор, менеджер. Здесь может быть помощь от этой женщины. Здесь вот эти карты говорят, что был у вас какой-то замысел, вы искали выход из какой-то ситуации, то есть решение. Но ложится гроб, очевидно, вы этот вопрос решить не смогли. Это может быть по башне происходит какая-то блокировка. Конечно, башня может показывать рост по карьерной лестнице, продвижение по службе. Вообще это может показывать работу, офис, какое-то предприятие. Но гроб лег говорит, что вы не смогли этот замысел воплотить в жизнь. То есть кто-то здесь из тельцов в начале октября может вообще потерять работу. Или закрыть свой бизнес. Вот тогда девятка вам говорит, что учтите свои промахи, ошибки, если из-за этого произошел вот этот крах проектов, или там на работе что-то произошло, или бизнес вы свой закрыли. Проявите вот эту стойкость перед вот этими трудностями. Все-таки у нас десятка легла. И еще у нас лег рыцарь Пентаклей. Карта говорит о работе, ту, которую вы знаете. Тут или поступит предложение о новой работе, или, может быть, здесь какое-то сотрудничество. Может быть, реально вот эта королева жезлов что-то вам предложит. Так, сейчас. Да, ну смотрите, десятка мечей, окончание. И десятка пентаклей. Это смена статуса, смена доходов. Это может быть поступить в какую-то крупную корпорацию. Может быть, что-то связано с государственной работой. Также это может быть крупный частный бизнес или какая-то крупная фирма. Тут будет вот содействие от этой королевы жезлов. Может быть, это какая-то ваша подруга, родственница. Может быть, для мужчин это ваша супруга, например. Тут вот новое что-то, какое-то новое предприятие. У кого-то, может быть, тут вообще семейный бизнес. Потому что и в совет ложится восьмерка, это что-то новое. Но здесь нужно будет еще учиться. У кого-то здесь был период безработицы, и с финансами трудно. Вот вы пытались выстоять, выдержать, может быть, еще какие-то там кредиты. Тут по девятке это, может быть, знаете, начинают уже коллекторы звонить. То здесь вот помощь от какой-то мудрой дамы или советом, или делом. И, наконец-то, вот этот десятка мечей, тяжелый период у вас заканчивается. Ну, тут, я говорю, здесь решается вопрос, то ли... Да, тут еще может быть отсутствие жилья. Может быть, с кем-то вы жили,
Но вам хотелось свое, потому что, ну, может быть, с кем-то не сошлись характерами. Здесь также решится вопрос с жильем. Может быть, вы что-то купите или возьмете ипотеку, потому что для тех, кто в браке, в отношениях, ложится паж пентаклей, а это вкладываться в недвижимость. Например, в начале этих 15 дней, ну, я думаю, не в начале, нет. То есть вы что-то покупаете и начинаете в это вкладываться. Купили участок земли, начинаете строительство дома. Или вот, планы по строительству, ремонту. Или купили, например, квартиру убитую. Может, там совсем какая-нибудь бабушка жила. То здесь нужно будет ремонтировать, вкладываться деньгами. Два пажа. Может быть, у вас еще ребенок родился, и вам стало тесно. Поэтому вы... То есть у вас даже не два, у вас 3 пажа. Но радует, что вот этот паж переходит в рыцаря. Значит, здесь есть продвижение. Кто-то может отправить ребенка куда-то учиться. Может быть, он куда-то уедет. Это вкладываться в развитие ребенка, да, это вкладываться в его обучение, в его будущее. Ну, давайте уточним для тех, кто в браке, в отношениях. У кого-то смена статуса, это десятка. Может быть, у вас были проблемы со здоровьем, вы не могли забеременеть. Тут вам ставят диагноз. Может быть, у кого-то здесь зачатие. Потому что иногда умеренность говорит, или тут процесс ожидания, или здесь вы решаете вопрос своим жильем, и у вас в семье, в любви, в отношениях наступает мир, гармония, баланс, тишина и спокойствие, и вам уже не нужно ни от кого отбиваться. Но также здесь может, да, и беременность. То тогда вот, как я вначале сказала, девятка вам говорит, соблюдайте все рекомендации врача. Тогда есть шанс. Башня-то это может быть больница. Может быть, даже придется лечь, полежать, подлечиться, чтобы этот вопрос решить. А кто-то здесь еще, знаете, может получить наследство. Да. Может, в принципе, вы ждали, может быть, вот человек какой-то пожилой что-то вам оставил, но, может быть, вот оформляли. Бились, например, за наследство с кем-то. То все равно карта говорит, вы получите, но, может быть, вот пока это все будет происходить, вам придется немножко подождать. Да, вот смотрите, карта говорит, ждите, да, спокойно. Но, может быть, конечно, и возникнет война из-за этого. Так, конфликты, ссоры. Еще рыцарь, конечно, вы что-то ждете. Рыцарь может говорить, что вы получите какие-то, может быть, не совсем приятные новости. Угу. Неприятные новости могут говорить о том, что какой-то у вас пожилой человек уйдет, но это поможет вам обрести жилье. Или реально вы здесь бьетесь за наследство. Но вопрос решится. Вопрос решится. Карта говорит, ждите, не конфликтуйте. Ну, а если уж есть необходимость, то подавайте в суд. Хотя вот этих карт я здесь не увидела. Может быть, еще рыцарь говорит, умеренность вы ждете, и вдруг приходят новости, вам прям надо срываться куда-то в дорогу, может быть, вот что-то оформлять, какие-то документы. Ну, что-то связано с вашим домом, с вашей семьей. Хорошо, для тех, кто в поиске, шестерка говорит о том, что или у вас кто-то может познакомить, ну, подружка вас куда-то пригласит, или друг пригласит. Идите, да, есть шанс познакомиться, но с чьей-то протекцией. Также карта может говорить, что вас познакомят, но вот здесь по девятке это поставить перед собой стену, оградиться этими жезлами и никого к себе не подпускать. Может быть, у вас был какой-то разрыв болезненный, и пока вы к новым отношениям не готовы. Но вот эти 2 десятки и верховная жрица могут говорить, что, может быть, у вас разрыв-то был из-за того, что человек был не свободен, то есть вы скрывали эту связь. А сейчас по десятке пентаклей у вас есть шанс сменить свой статус, но вот эти уже отношения будут равноправные. То есть здесь не как один человек вкладывается, а у второго семья. Нет, здесь оба будут вкладываться в эти отношения, но здесь будет взаимопонимание, поддержка, щедрость и нежность друг к другу. Вообще очень будут такие спокойные, равновесные отношения.
Вот начало нового романа. Да, может быть, вот иногда рыцарь Пентаклей говорит, что человек будет трудоголик. Тут у него работа будет стоять на первом месте. Вот вам нужно как-то... Да, вот тут тройка говорит о том, что было какое-то конфликтное расставание, и сердце ваше кровоточит. Но вот все-таки, если вас кто-то познакомит, обратите внимание вот на того человека, который у вас появится. Давайте мы одну карту вам посмотрим. Очень, как я сказала, очень стабильные, хорошие отношения, долгие. И причем эти отношения дадут вам надежду на счастье. Может быть, конечно, еще знакомство через интернет. Но это не обязательно. В любом случае, десятка пентаклей и звезда говорит, что очень хороший партнер придет или партнерша. Обратите внимание на этого человека. Да, если вы сейчас закрыты, тут, знаете, или вы закрыты, или вы столкнетесь с закрытым человеком, может быть, у него там какой-то был крах в жизни, но тогда вам придется до этого сердца достучаться. Но перспективы хорошие. Для тех, кто расстался или поссорился, еще у вас идет борьба. Тут борьба идет в вашем сердце сейчас. Но тут я говорила, что вы эти отношения закончите. Вы, может быть, на вас тоже показывают десятку. Вы тоже можете обрести счастье. Туз, десятка и туз. Но с другим человеком это новые отношения. А если здесь была тайная связь, человек был женат, ну какой у вас тут перспективы? Человек из семьи не уйдет, нет. А эти отношения у вас заканчиваются. Все. Но туз пентаклей говорит, вы должны быть открыты к новым отношениям. А вы можете по пятерке бороться с собой, стоит ли не стоит знакомиться, вступать. А вдруг вот этот человек передумает, разведется. Ну, здесь десятка мечей показала. Здесь отношения были, да, у вас важные, судьбоносные. Но все, здесь гроб и башня. Здесь полное закрытие этих отношений. Поэтому не пропустите счастье. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Для тех, кто работает, карта показывает, что вы занимаете очень хорошее положение. Может быть, вы даже какой-то руководящий пост. Это может быть должность, там, где деньги, или то, что хорошо стоит на земле. Недвижимость, сельское хозяйство. Здесь даже может быть какое-то повышение вот в эти 15 дней. Если эта карта показывает не вас, это может быть ваш начальник или какой-то крупный бизнесмен. Если этот человек даст вам совет, прислушайтесь, а если что-то предложит, то соглашайтесь. А для тех, кто в поиске работает, тут я уже сказала, то ли вам нужно проявлять активность, то ли здесь идет помощь от какой-то дамы. Давайте мы эту карту посмотрим. Так, башня. Сейчас. Еще королева мечей. Как интересно. И обе не вашей масти, да, башня и королева жезлов, и королева мечей, башня. И вот здесь у нас башня. Сейчас. Вообще у вас тут в работе и в деньгах очень много дам. Ну и дам, и вообще фигурных карт. Сейчас я уточню эту башню. Так, вот гроб и башни. Здесь ведь тоже может быть, что-то вам эта дама предложит, но это может как-то не получиться. А вот у этой дамы есть шанс, какое-то предложение, может быть, реально занять работу. Так, сейчас. Давайте я уточню башню. Так, вы без работы. Вот если бы вы работали, я бы сказала, что у вас была работа, может быть, на себя или какой-то руководящий пост. Но потом что-то произошло, вот как-то все рухнуло. И по королеве мечей тут то ли творческий процесс, то ли что-то связано, обучение, лечение, преподавание, может быть, юриспруденция. Но смотрите, здесь шестерка мечей – это выиграть. Выиграть, может быть, в конкурентной борьбе или
Вас вызывает на башня — это неожиданный звонок. Вас вызывают на какое-то собеседование или на вот пятерка жезлов — это у нас несколько претендентов, и вам нужно постараться их обойти. И здесь вы их обходите. То ли вот эти две королевы — это еще какие-то претенденты на эту работу, то ли при помощи этих двух дам вы можете добиться какого-то успеха. Ведь шестерка жезлов у нас — это победа в конкурсе, в соревнованиях, а также шестерка — это успех, когда человек над чем-то трудился и получил плоды своих усилий. Но это выйти из гроба башни, это повышение, это движение, это работа. Так, дайте-ка вот здесь еще вам одну карту посмотрю. Ну вот опять метла, понимаете, через какие-то активные действия, или это избавление от конкурентов. Еще здесь знаете, что вот, как я сказала, по метле, это может быть, вас принимает одна женщина, ну там, может быть, руководитель, менеджер, или, например, здесь какой-то бизнес-тандем. Но здесь что-то произойдет. То ли тут произойдет смена руководства, то есть одна метла ушла, вторая пришла, да, и вторая метла вот эта посодействует тому, что вы тут как-то вас признают, вы тут продвинетесь. Ну вот что вижу, не знаю, даже не знаю, что сказать. Я говорю, если бы вы работали, было бы проще, но вы в поиске работы. В любом случае у вас ложится шестерка жезлов. Что бы здесь, так вам не видно, да? Что бы у вас здесь ни происходило, вы все равно из этой ситуации, от этой ситуации вы выиграете. Вот я говорю, там может быть какая-то смена руководства, но в любом случае-то вы займете свое место. Ну, через какие-то башни. Может быть, даже работа связана с тем, что вы уже умеете. Вот я говорю, тут какой-то конфликт, какие-то вот тройка мечей. И новая работа. Да, если не трудно, тельцы, отпишите, что у вас здесь произойдет. Ну, работу-то вы найдете. Ну, может быть, придется побороться. Или вот я говорю, обойти конкурентов. А финансы в начале этих 15 дней здесь ложится королева кубков. Но для мужчин, может быть, для тех, кто в поиске любви, здесь траты на ухаживание, на новую любовь, приглашать куда-то эту даму. У кого-то здесь будут траты на беременность. Вот если вам здесь нужно будет найти хорошего специалиста и забеременеть, то вам придется потратиться. Еще карта может показывать, что вам придется кому-то помочь. Может быть, тому, кто вам дорог, может быть, член вашей семьи. Конечно, как по финансам, королева кубков говорит, что в начале этих 15 дней вы будете чувствовать себя в безопасности, уютно, спокойно, как бы вот под защитой. Но здесь есть очень гибкое и, может быть, даже интуитивное, нежели рациональное практическое решение финансовых вопросов. Конечно, это могут быть еще траты на какие-то свои прихоти, вот доставить себе удовольствие, что-то себе купить. А в конце этих 15 дней здесь у вас какой-то сложный выбор. Вот у вас опять здесь вот выбор. Может быть, примут, не примут, смогу, не смогу получить эту работу. Или здесь предложение двух дам. То здесь вот опять что-то такое. Тут опять вот карта говорит, слушайте интуицию. Ну, давайте мы уточним. Так, сейчас. Но тройка жезлов — это может быть расширение. Это может быть траты на какие-то, может быть, земельные участки. Может быть, двойка говорит, что будет несколько вариантов похожих, и вы будете сомневаться, какой выбрать. Но здесь карта говорит, слушайте свою интуицию. Если вы съездите там на этот участок или на этот объект недвижимости, походите по нему, как вам комфортно там находиться, значит, выбирайте тот, который ближе. Также, вот я говорю, предложение по работе, может быть, одна дама предложит, вторая дама предложит. И вот здесь опять вы будете выбирать. Тут еще может быть предложение по башне, связано с тем, что вам нужно будет куда-то уехать, сменить свой привычный уклад жизни. Как я говорила, может быть, нужно будет куда-то переехать, не знаю, там,
другой город, другая страна. Может быть, из-за этого у вас тут колебания. Получится, не получится. Но в любом случае это дорога победителя. Тут или помощь от этих двух дам, или, вот, не знаю, тут какая-то сложная ситуация. И самая главная карта не ваша. Тут еще королева жезлов, может быть, человек, который вас приглашает, а королева мечей — это власти, это вот гроб, да, это может быть что-то с визами, какие-то проблемы. Но здесь вам нужно просто проявить активность, может быть, с кем-то даже конфликтовать, чтобы добиться. Вот башня — это какое-то государственное или граница, да, вот гроб и граница, закрытая граница. А для вас это предложение очень важно будет. Но здесь карта говорит, вот через башню нужно будет добиться разрешения, чтобы вы могли, например, куда-то уехать. Ну, карта говорит, вы добьетесь. Но придется, наверное, похлопотать. Хорошо, в совет вам ложится 8 пентаклей. Здесь какое-то новое начало. У кого-то начало новых стабильных отношений, у кого-то новая работа. Но карта говорит, что вы еще здесь подмастерье, да, вам нужно будет учиться, оттачивать мастерство. Но по мере того, как вы будете становиться специалистом, будет расти и ваш финансовый достаток. Также карта вам советует вкладываться в недвижимость, в обучение свое или, может быть, детей. И еще как предупреждение, карта говорит, обращайте внимание на детали, на мелочи. И будьте аккуратны с деньгами. Вкладывайте их только по предназначению. Так, хорошо. Что-то у меня с вами расклад затянулся. Давайте посмотрим совет для тельцов. Первая половина октября. Совет африканского оракула. У нас, по-моему, тотемное животное сейчас перевернутое. Это животное-хранитель. Перевернутый говорит, животный инстинкт направлен в первую очередь на выживание, что может привести к нервозности. И если вы чувствуете себя некомфортно в своем окружении, примите необходимые меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Что тут девятка? Тут какой-то дискомфорт. Так, хорошо. И еще у нас для вас совет от оракула. Королева Луны, тельцы, первая половина октября. Так, это у нас экстримс. Экстримс — это крайности. Карта вам советует научиться справляться с кризисами в вашей жизни спокойно и переносить их стойко. Поиск равновесия в вашей жизни, вот этой гармонии и баланса, как умеренность, лучше, чем крайности. Карта говорит, что есть более правильные методы справиться с конфликтами, чем гнев и месть. То есть вот здесь умеренность, как я говорила, да, и рыцарь мечей. Вот умеренность, карта говорит, спокойно воспринимайте, что у вас будет происходить, особенно для тех, кто в отношениях или в браке. Не идите на конфликты, не загорайтесь как спичка, не придирайтесь, не конфликтуйте. Все у вас будет хорошо. Может быть, карта говорит, будет кто-то в эти 15 дней, какой-то человек, который захочет разрушить вашу работу, отношения, бизнес, вашу жизнь. Но вы справитесь с этой ситуацией, все у вас будет хорошо. Но сами постарайтесь держать себя в балансе. Так, хорошо, давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, на вопрос тельцов. Первая половина октября, на их запрос, да или нет. Маятник сказал «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.